Здравствуйте, зрители моего канала. 11 ноября 2024 года известному американскому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 50 лет. Это достаточно большой юбилей, большая дата, и поэтому я бы хотел в сегодняшнем видео показать вам свою коллекцию фильмов, в которой снялся данный известный актер. В сегодняшнем видео будет 18 изданий с Ди Каприо на Blu-ray. Это все фильмы, что вышли с русским языком на Blu-ray. А также будет 4 DVD издания, также с фильмами с Леонардо Ди Каприо. И начать я хочу с самой ранней картины с Леонардо Ди Каприо, который будет в сегодняшнем видео. И это фильм «Что гложет Гилберта Грейпа». Фильм 1993 года. Помимо Ди Каприо здесь также снялись Джонни Депп и актриса Джульетта Льюис. Такое вот издание. В стекле, как говорится. Полноценное издание данного фильма. Видим сам диск. И видим снова трех актеров, которые являются главными в данном фильме. «Что гложет Гилберта Грейпа». Помимо самого фильма, также в коллекции у меня есть и роман первоисточник данной картины. Это роман Питера Хеджеса «Что гложет Гилберта Грейпа» с кинообложкой, на которой присутствуют, опять же, 3 актера: Джонни Депп, Ди Каприо и Джульетта Льюис. Такая вот картина 1993 года с Леонардо Ди Каприо «Что гложет Гилберта Грейпа». Данная картина была высоко отмечена критиками, и Леонардо Ди Каприо был замечен и был высоко отмечен в данной картине. Далее, 1995 год, и в 1995 году вышел фильм с Леонардо Ди Каприо «Полное затмение». Такой вот артхаус, может не артхаус, но не такой известный фильм с Ди Каприо. Помимо Ди Каприо здесь также снялся актер Дэвид Тьюлис. Рассказывает данная картина про поэта Артура Рюмбо, который жил в 19 веке, и про его жизнь, про его взаимоотношения в данной картине. И данного поэта как раз их сыграл Леонардо Ди Каприо. Такое вот издание интересное по форм-фактору. «Полное затмение». Фильм 1995 года. Далее, 1996 год, 1995 год, еще один фильм, где Ди Каприо. Это у нас картина Сэма Рэйми. Здесь помимо Ди Каприо также снялись Шерон Стоун, Джин Хэкман и Рассел Кроу. Это вестерн от Сэма Рэйми. И это у нас будет первое DVD, первое Blu-ray издание с фильмом с Ди Каприо. 3 актера, которые представлены на данной обложке, или уже получили, как Джин Хэкман, или в дальнейшем получат Оскара за лучшую актерскую роль. Фильм «Быстрый и мертвый» режиссера Сэма Рэйми, 1995 год. Далее, 1996 год, и в 1996 году вышла картина режиссера База Лурмана по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Ди Каприо здесь сыграл главную мужскую роль, главную женскую роль здесь сыграла актриса Клэр Дейнс. Фильм по пьесе Уильяма Шекспира, стихи оставлены такие же.
А вот обстановка здесь уже современная. Этим данная картина и интересна. Ромео и Джульетта. 1996 год. Далее наступает 1997 год. И именно в этот год выходит самая кассовая картина в карьере Леонардо Ди Каприо до сих пор. Это фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. Здесь вместе с Ди Каприо сыграла актриса Кейт Уинслет. Известный фильм, который выиграл 11 Оскаров. Такое вот однодисковое издание данного фильма. Помимо однодискового издания в коллекции есть также и четырехдисковое. Уже с другой обложкой. Здесь у нас 4 диска, 2D-версия, 3D-версия фильма на 2 дисках, а также диск с дополнительными материалами. Фильм важный, и поэтому очень важно иметь издание с дополнительными материалами данного фильма. Потому что очень много вырезанных или альтернативных сцен представлено на диске с дополнительными материалами. Фильм «Титаник». Но это еще не все по «Титанику». Также у меня есть и саундтрек к данному фильму, который был написан композитором Джеймсом Хорнером, в котором присутствует известная песня в исполнении Селин Дион. Это канадское издание данного саундтрека. Здесь мы видим слова той самой песни. И такой вот раскладушки. Здесь мы с одной стороны видим кадры из фильма, а с другой стороны мы видим содержание данного диска, а также другую дополнительную информацию об издании. Фильм 1997 года от Джеймса Кэмерона «Титаник». Далее 1998 год. В этом году вышел фильм с Ди Каприо по роману Александра Дюма «Человек в железной маске». Помимо Ди Каприо здесь у нас снялись Джереми Айронс, Джон Малкович, Жерар Депардье, а также Габриэл Бирн. «Человек в железной маске». В данном фильме Ди Каприо снялся в 2 ролях: короля Людовика XIV, а также его заточенного брата Филиппа. Такое вот издание. Здесь присутствует внутренний арт, на котором представлены актеры данной картины. И здесь видим также Ди Каприо впереди всех. За исполнение 2 ролей Ди Каприо был номинирован и выиграл «Золотую малину» за худшую экранную пару. Фильм 1998 года «Человек в железной маске». Это был последний фильм с Ди Каприо 90-х годов, и дальше пойдут 2000-е годы. И первый фильм 2000-х годов с Ди Каприо — это картина 2000 года «Пляж» от режиссера Дэнни Бойла. Здесь Ди Каприо также исполнил главную роль. За данную картину Ди Каприо также был номинирован на «Золотую малину», но в этот раз не выиграл ее. Помимо самого фильма, у меня также есть и роман, на основе которого снят фильм. Это роман Александра Гарланда «Пляж». Этот же Александр Гарланд и написал сценарий данной картине.
И потом еще работал с режиссером данной картины Дэнни Бойлом. Роман достаточно объемный. Такая вот книга. Фильм 2000 года. Леонардо Ди Каприо. «Пляж». Далее, 2002 год. В 2002 году вышло 2 фильма с Леонардо Ди Каприо. И первый из них, и последний, который будет сегодня представлен на DVD, это фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Поставлен он у меня в таком вот издании с коллекции фильмов Стивена Спилберга. И Ди Каприо снялся только в одном из них. «Поймай меня, если сможешь», в котором Ди Каприо снялся также вместе с Томом Хэнксом. Известная картина, в которой Ди Каприо сыграл реально существующего человека. Фильм 2002 года с Леонардо Ди Каприо «Поймай меня, если сможешь». Также в том же 2002 году вышла первая коллаборация Ди Каприо с Мартином Скорсезе, первый фильм с Мартином Скорсезе «Банда Нью-Йорка». Помимо Ди Каприо здесь у нас также снялись Дэниел Дэй-Льюис и Кэмерон Диаз. Фильм рассказывает про жизнь и историю Нью-Йорка в середине 19 века. И Ди Каприо снялся в данной картине. 2002 год. «Банда Нью-Йорка» от Мартина Скорсезе. Далее, 2004 год. И вторая картина Мартина Скорсезе Ди Каприо. Фильм «Авиатор». В данной картине Ди Каприо играет, опять же, реально существовавшего человека, а именно Говарда Хьюза, который был известен в начале 20 века, который пытался снять фильм и еще много всего. В данной картине помимо Ди Каприо также у нас снялись Кейт Бланшетт и Кейт Бекинсейл. Фильм с Леонардо Ди Каприо «Авиатор». Далее, 2006 год. В 2006 году снова 2 фильма с Ди Каприо. И первый фильм 2006 года — это 3-я работа с Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе. Картина «Отступники», в которой помимо Ди Каприо снялись Мэтт Дэймон и Джек Николсон, а также Марк Уолберг. Данный фильм представлен у меня в 2 изданиях. Такое вот российское издание на Blu-ray, в котором фильм представлен только фильм с русской дорожкой и без дополнительных материалов. А также американское издание с другой обложкой уже, с 4 этими актерами указанными. И в данной картине присутствует оригинальная дорожка данной картины, а также дополнительные материалы. И такая вот накатка у диска данного издания. Фильм 2006 года от Мартина Скорсезе «Отступники». Мартин Скорсезе за данную картину получил премию «Оскар». И еще один фильм 2006 года с Леонардо Ди Каприо. Это картина Эдварда Цвика «Кровавый алмаз». Вместе с Ди Каприо здесь снялись Дженнифер Коннелли и Джимон Хунсу. Такой вот фильм. За данную картину Ди Каприо номинировался на премию «Оскар». Фильм «Кровавый алмаз». 2000-е продолжаются. И в 2007 году Ди Каприо появился в фильме
«Дорога перемен». Это у нас картина Сэма Мендеса, в которой вместе опять снялись Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые вот до этого вместе снимались в их самой кассовой картине «Титаник». А это уже мелодрама с данными актерами от режиссера Сэма Мендеса. «Дорога перемен». Далее, 2008 год. И в этот год, да, «Дорога перемен» ошибся. Это также 2008 год. И еще один фильм 2008 года. Это картина Ридли Скотта, в которой у нас снялись Ди Каприо и Рассел Кроу, «Совокупность лжи». До этого Ди Каприо и Рассел Кроу вместе появлялись в фильме Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». Это их вторая картина, где они снимались в одном фильме «Совокупность лжи». Далее. 2009 год. Нулевые года заканчиваются. И последний фильм из нулевых с Ди Каприо. Это четвертый фильм с Мартина Скорсезе с Ди Каприо «Остров проклятых». Здесь опять же Ди Каприо играет главную роль. Также здесь у нас снялись среди актеров Марк Руффало. И представим в таком вот Blu-ray издании данный фильм у меня. И помимо самого фильма в коллекции есть также роман «Первоисточник» картины, которую написал писатель Деннис Лехейн, который так и называется «Остров проклятых». И здесь также на обложке у нас Леонардо Ди Каприо. Картина 2009 года с Ди Каприо «Остров проклятых». Далее пошли 10-е года. И первой картиной 10-х годов с Ди Каприо стал фильм «Начало» режиссера Кристофера Нолана. Помимо Ди Каприо здесь также снялись много еще других известных актеров. То есть вот у нас Кен Ватанаби, Марион Котийяр, Киллиан Мерфи, Майкл Кейн и некоторые еще другие известные актеры. Представлен у меня в таком вот издании двухдисковом на Blu-ray. Здесь интересно, на втором диске присутствует саундтрек данного фильма в формате 5.1, что очень редко можно найти на таких изданиях. Фильм Кристофера Нолана «Начало». Далее, 2011 год. И Ди Каприо появился в картине Клинта Иствуда «Дж. Эдгар». Здесь Ди Каприо снова играет главную роль реально существовавшего человека, а именно главу ФБР, который возглавлял данную службу не один десяток лет. Такая вот картина Клинта Иствуда с Ди Каприо «Дж. Эдгар». Идем далее. 2012 год. В 2012 году выходит первый фильм Ди Каприо от Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Здесь Ди Каприо играет роль второго плана, а главную роль здесь у нас играют Джейми Фокс и Кристоф Вальтз, а также другие роли Керри Вашингтон и Сэмюэл Л. Джексон. Здесь у нас отрицательного персонажа играет Ди Каприо, можно так сказать.
И представлен у меня в таком вот Blu-ray издании. И также присутствует саундтрек к данному фильму с песнями и другими композициями из данной картины. «Джанго освобожденный». Картина 2012 года. Далее 2013 год. И в 2013 году опять же вышло целых две картины с Ди Каприо. Первая из них это фильм База Лурмана «Великий Гэтсби» по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Такой вот слип твердый, необычно интересный. А в нем обычное издание. Видим Ди Каприо. Здесь два диска. На одном саундтрек к фильму, а на другом диске сам фильм в формате Blu-ray. И присутствуют в данном издании карточки. Конечно же, Леонардо Ди Каприо снялся в данной картине. Джоэл Эдгертон, Кэрри Маллиган, Элизабет Дебики, Айла Фишер и Тоби Магуайр. Фильм 2013 года с Леонардо Ди Каприо от База Лурмана «Великий Гэтсби». И помимо фильма у меня также есть и сам роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Именно версия романа с кинообложкой к данному фильму. Такая вот кинообложка «Великий Гэтсби». Роман не очень длинный, и книжка также достаточно небольшая. «Великий Гэтсби». И опять же, в том же самом 2013 году вышел еще один фильм с Леонардо Ди Каприо. И пятый фильм в сегодняшнем видео от Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Также помимо Ди Каприо здесь снялся актер Джона Хилл. Такое вот издание в слипе. Двухдисковое издание на Blu-ray фильм и дополнительный материал, а здесь также дополнительные материалы на DVD. Данный фильм основан на мемуарах, точнее на книге Джона Белфорта, которую он по себя написал, «Волк с Уолл-стрит», которая представлена у меня также в коллекции с кинообложкой, на которой у нас Ди Каприо присутствует. Достаточно толстая книжка. Больше 700 страниц. И Ди Каприо как раз и сыграл в данном фильме этого Джордана Белфорта. «Волк с Уолл-стрит». Далее, 2015 год, и вышел фильм, за который Ди Каприо наконец-то получил свой Оскар. Это фильм «Выживший» режиссера Александра Гонсалеса Иньярриту. Также здесь у нас снялся Том Харди, видим на обложке. Задание простое, видим Ди Каприо, но сам фильм очень важный, потому что наконец-то получил он награду за данную картину. И, наконец, последний фильм, который хочу вам сегодня показать. И это картина 2019 года от Квентина Тарантино. И единственный фильм в сегодняшнем видео на 4К. Это картина «Однажды в Голливуде». Американское издание.
Здесь уже Ди Каприо снялся в главной роли, в отличие от Джанго Освобожденного. И также помимо Ди Каприо здесь у нас снялись Брэд Питт и Марго Робби. И Брэд Питт получил свой актерский Оскар за данную картину. Здесь у нас 2 диска, но русский язык в данном издании есть только на 4К. Видим Ди Каприо. И здесь картина 2019 года от Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо «Однажды в Голливуде». Это был последний фильм, который у меня есть, и самый свежий, с Леонардо Ди Каприо. А на этом все. Видео заканчивается. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Пока.